Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я хочу закатать на зиму виноградные листья. Существует множество рецептов закатывания виноградных листьев. Мой вариант один из самых простых, практичных и безопасных. Виноградные листья по этому рецепту закатываются методом тройной заливки и без стерилизации. Надеюсь, говорить о том, для чего нужны виноградные листья, не надо. Ведь наверняка многие из вас знают, что из виноградных листьев готовится долма, одна из жемчужин азербайджанской национальной кухни. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. Пока я буду делиться своим рецептом и опытом закатывания виноградных листьев на зиму, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мне понадобятся виноградные листья, укроп, соль. Для закатывания надо брать специальную соль, не йодированную. И питьевая вода. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, виноградные листья кладу в воду примерно на час. Затем несколько раз меняю воду. Каждый раз, когда меняю воду, тщательно мою листья. После откидываю их в дуршлаг, а затем на хлопковую скатерть, чтобы вода стекла. Этот процесс занимает какое-то время, но оно того стоит. Тщательно промывая виноградные листья, мы отмываем их не столько от пыли и грязи, сколько от химикатов. Ведь фермерам приходится опылять виноградную лозу удобрениями. Не промыв как следует виноградные листья, можно и отравиться, к сожалению. Ну что ж, все ингредиенты для закатывания виноградных листьев готовы. Банки чистые, стерилизовать их не надо. И я начинаю раскладывать листья по банкам. Крупно нарезаю укроп, затем немного укропа кладу на дно банок, а сверху виноградные листья. Я делаю это так. Беру 5-6 виноградных листьев и сначала кладу их друг на друга, так, чтобы все они смотрели лицевой стороной в одну сторону. Казалось бы, это не принципиальный момент, но, сложив листья аккуратно, вы облегчите себе работу зимой. После того, как листья сложены таким образом, я складываю их пополам и, возможно, еще раз пополам, в зависимости от размера. И в сложенном виде кладу их в банку. Ну и так далее. Кладу листья друг на друга, складываю 1 или 2 раза и в банку. При закатывании виноградных листьев черенок от них я не отрываю. На мой взгляд, так листья лучше сохраняются. Сложенные в банке листья надо утрамбовать. Когда будете раскладывать листья по банкам, то вам покажется, что листьев в банке слишком много, но это не так. На самом деле, как только зальете листья горячей водой, они осядут, и все станет на свои места. А если листья положить не утрамбовывав, то в итоге банки окажутся полупустыми. Теперь сверху кладу укроп и все. Банка укомплектована. Хочу отметить, что укроп я добавляю не просто так. Укроп придает виноградным листьям душистость и янтарный цвет. Многие кладут мяту. Действительно, мята делает виноградные листья еще более душистыми, чем укроп. Но в то же время от мяты листья темнеют. Так что идеальный вариант
добавить к виноградным листьям укроп, а при приготовлении долмы, положив мясной фарш мяту, можно получить очень даже ароматную долму, к тому же янтарного цвета. Также хочу отметить, что желательно для закатки брать листья белого винограда, а не черного. Также хочу отметить маленькую тонкость касательно соотношения виноградных листьев и банок. Я сегодня купила 1,5 килограмм виноградных листьев. Отходов было мало, всего 10-15 грамм. На 1,5 килограмм листьев я выделила 6 банок объемом 650 мл. То есть в каждую банку поместилось 250 грамм виноградных листьев. По этому методу я закатываю виноградные листья уже много лет и знаю наизусть, сколько листьев уходит на банку. Но на всякий случай я подготовила пару лишних банок. 1 литровую и одну на 650 мл. Банку на 650 мл на тот случай, вдруг 6 банок все-таки будет маловато на такое количество виноградных листьев, а литровую банку на тот случай, если 6 банок окажется маловато, а 7 много. Тогда можно будет закрыть 5 банок по 650 мл и 1 литровую банку. Но мой первоначальный расчет оказался верным, и указанное количество виноградных листьев уместилось как раз в 6 банок по 650 мл. Это я к тому, что перед тем, как приступить к раскладке листьев по банкам, надо держать под рукой 1 или 2 запасных банки. Содержимого одной банки хватит на 700-800 грамм мяса. Вернее, на одну банку с виноградными листьями я обычно беру 500-600 грамм мяса и 200-250 грамм курдюка. Долма получается в меру жирной и очень вкусной. Друзья, на моем канале есть видео, где я подробно делюсь рецептом приготовления долмы из консервированных виноградных листьев. Если вам интересно, то можете заглянуть и заодно увидите, каким получается цвет долмы из виноградных листьев, закатанных таким методом. Так, идем дальше. Стерилизую крышки. Этого можно не делать, но лишняя страховка в этом деле не помешает. Первые 3 банки готовы. Чтобы не терять время, с этими 3 банками провожу первый залив. При работе с кипятком может произойти непредвиденное, поэтому, как всегда, кладу под банки глубокие тарелки. Насыпаю поверх листьев соль и осторожно заливаю их кипятком. Сначала немного воды лью на листья, чуть-чуть жду, чтобы банка тоже согрелась, а затем полностью заливаю листья водой, ведь от сильного перепада температуры стекло может полопаться. Теперь прикрываю банки с виноградными листьями и оставляю их на некоторое время. На самом деле 20 минут достаточно, но я, как правило, оставляю их примерно на час. Не торопясь, без суеты, раскладывая остаток виноградных листьев по оставшимся банкам, по ходу дела занимаюсь еще чем-то на кухне и примерно через час возвращаюсь к банкам. Получившийся рассол выливаю из банок в кастрюлю, насыпаю туда соли из расчета по 1 столовой ложке на каждую банку, кипячу рассол примерно 2-3 минуты, поверх виноградных листьев насыпаю в каждую банку неполную столовую ложку соли и также осторожно разливаю рассол обратно по банкам.
Теперь прикрываю банки крышкой и оставляю их еще примерно на час. Но на самом деле на сей раз и 10 минут достаточно. Просто я не хочу грузить себя тем, что «Ой, уже пора», «Ой, меня ждут банки». И, во-вторых, так даже лучше. Банки с листьями еще больше стерилизуются. Прошел примерно 1 час. Также выливаю рассол из банок в кастрюлю. Опять из расчета по 1 столовой ложке на каждую банку кладу соль. Кипячу рассол 2-3 минуты и разливаю его по банкам. Возможно, некоторые из вас подумают, а немного ли соли? Да нет, немного, скажу вам я. Соль – единственный консервант в этой закатке, и если ее положить слишком мало, то большая часть листьев просто пропадает. Листья станут мягче, а едва вы дотронетесь до них, они тут же порвутся. Это, во-первых, не экономично, а во-вторых, в возне с мягкими листьями вы потеряете кучу времени. Зимой перед употреблением соленые виноградные листья можете положить в холодную воду, чтобы соль ушла. В конце концов, соли в фарш можно положить поменьше. В разные годы в моем репертуаре были разные рецепты заготовки виноградных листьев. Но с годами почти все они отсеялись из моей копилки, и в итоге я оставила вот этот рецепт. И еще один метод, когда виноградные листья замораживают. Сегодня я поделилась с вами первым вариантом, а в другой раз расскажу о втором методе. А вот и финальные аккорды. Закрываю банки крышками и убираю их под теплый плед на 24 часа. Как я уже говорила, отходов получилось очень мало, всего 10-15 грамм. На следующий день достаю банки и вуаля! Очень вкусные, ароматные янтарного цвета виноградные листья на зиму готовы. Теперь убираю банки с листьями на балкон. Виноградные листья, закатанные таким образом, получаются вкусными, душистыми, остаются целенькими, ничего не рвется и ничего не пропадает. Попробуйте закатать виноградные листья на зиму своими руками, без консервантов и прочих добавок, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита! Друзья,
Я была рада поделиться своим рецептом и всеми тонкостями закатывания виноградных листьев на зиму. А как вы закатываете виноградные листья на зиму? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!